Хвичи и Каша вернулись, Грузия остается в Лиге Б и Испания, еще один соперник в квалификации на чемпионат мира. Обо всем подробно, поехали. Друзья, вот уже поздняя ночь в Тбилиси, все мы пережили этот матч, Грузия-Армения, что-то невероятное, переполненный стадион. Конечно, это не сравнится с тем, что было в прошлом году в матче с Грецией, но все равно, как эти мячи залетали один за одним. Я уже сделал отдельный обзор на эту тему, можете посмотреть. Ну а в этом выпуске мне хотелось бы поподробнее вообще разобрать не только сам матч, но и вообще предстоящие планы грузинской сборной, потому что теперь официальные матчи будут только в сентябре. И как это так, и почему, вот давайте во всем разбираться. Но вначале я напомню, что летом у нас будет молодежный чемпионат Европы до 21 года, пройдет он в Словакии. Там будут классные матчи, как минимум их будет 3, а если Грузия пройдет дальше, то будет и больше. Один из подписчиков мне предложил собрать донаты на эту поездку, потому что, все-таки европейская поездка это уже значительно дороже. И я послушал его совета. Поэтому, друзья, вот сейчас у нас такой прогресс, вы можете помочь тому, чтобы эта поездка в итоге состоялась. Ну и вот так вот в ежедневном обзоре уже с молодежного чемпионата Европы я бы для вас рассказывал. Но мы возвращаемся к тому, что было сегодня. Хотелось бы начать свой рассказ вообще с того, как я добирался до стадиона. Наверное, мог бы я чуть пораньше прийти, но здесь я живу относительно недалеко от стадиона, поэтому пешком мог пройти. И, кстати, путь для меня был особенный, потому что мои вообще первые грузинские влоги, они были вот как раз таки в этих краях, когда здесь все немного иначе выглядело. Это проспект Акакия Церетели. Давайте посмотрим. Очередной матч здесь, кстати, посмотрите, как проспект облагородили. Помнится, я здесь в 23-м году начинал снимать, ссылочки тут дам на свои выпуски. Молодежный Евро, вот кто-то из вас спрашивал, что-то я начал за Грузию болеть. Вот все оттуда началось, и, кстати, на том Евро был и Мамардашвили, Давидашвили, и много кто еще был. Не все сейчас до этой сборной дошли. Вот такое ностальгическое место, очень важное и для меня, и для моего канала. Поэтому, если вы вдруг тогда не смотрели видео, обязательно посмотрите. 23-й год, и уже тогда с ума сходили люди по футболу, по сборной. И, наверное, опытные люди уже понимали, что к чему это все идет, и что сборная Грузии уже взрослая на больших турнирах будет скоро играть. Что сегодня, что я ожидаю от матча? Мне хочется праздник, знаете, вот чтобы было много голов. Пускай 3-3, например, сыграют. Мамардашвили, конечно, будет против этого, но мне кажется, был настоящий такой футбольный фестиваль в Армении, в Ереване. Давайте вторую часть теперь здесь, в Грузии. Друзья, сильнейший ветер, я ветрозащиту не взял, к сожалению. Надеюсь, что это съемке мешать не будет. Смотрите, уже выдвигаются колонны в сторону стадиона. Так это дело выглядит. Ого-го. Да, вот так вот прошло уже практически 2 года, много что поменялось, подписчиков стало гораздо больше, ваших комментариев тоже, уже даже и донаты появились, все течет, все меняется. Но, вы знаете, я перед стадионом больше думал о другом, в принципе, за вот это время, что я с вами общаюсь, что снимаю эти влоги, как-то они преобразовались, стали меняться, где-то чему-то я научился, где-то чему-то вы меня научили, и мне было интересно, знаете, я вот один вопрос для себя придумал, что для вас значит сборная Грузии и ее матч. Потому что, знаете, все-таки 3-0, все понятно, по первому матчу у Армении шансов было мало, и в первой игре, и уж тем более по сумме 2 игр. И вот что именно сегодня приводило болельщика на стадион, вот с таким вопросом я обращался ко всем, кого встречал. Кстати, хотел бы напомнить, что билеты на этот матч продали где-то часа за 4. Купить их было очень тяжело, но мне повезло. У меня в очереди было где-то 10 тысяч, но, тем не менее, это мне не помешало взять билеты. Я думаю, что самая лучшая команда у нас в истории. И такие активные болельщики, всегда ходим на игры. Для нас это такой праздник, когда наша сборная играет.
совсем скоро годовщина будет того, что мы видели с матча с Грецией. Вот вы как тот матч вспоминаете? Вы наверняка были на стадионе. Да, я был на стадионе. Этого мы ждали давно, да, вы сами понимаете. Это было для нас самая огромная радость. Такой радость просто не объяснить. Я люблю Кварацхелию, и поэтому. Да, я понимаю. Ну и сегодня что ждете? Вроде уже все решено, но праздник будет? Красивый футбол будет, я уверен. Скажите, что для вас эта сборная Грузии значит? Все значит. Наша страна, объединенная Грузия, плюс Абхазия со своей сетью и так далее, и так далее. Ну, конечно, с детства хожу, с детства. Ну, будет карнавал небольшой, наверное. Все будут рады. Я думаю, и армяне, и грузины. Так что мы друзья, а мне чем там что-то вспомнить. А вы в Ереван ездили на матч? Нет? А я был в Ереване. Расскажите, потому что все говорят про это гостеприимство. Я тоже там был, в принципе, все видел. Ну, как вам атмосфера внутри, то, что вот и армяне с флагами сидели, и грузины все вместе? Да, это было вот так. Мы во время гимна поднимали грузинский флаг, а потом армянский флаг. Еще хотел бы спросить про прошлый год. Вот скоро будет годовщина матча с Грецией. Были ли вы на той игре и вообще какие Не эмоции? смог. Я хотел, но билет не достал, к сожалению. Тяжело, да? Да, вот так вот произошло. Ну, а как вы смотрели этот матч? Какие воспоминания? Телевизор, ну, это был, ну, я не знаю. Я в 81-м, когда мы Еврокубок завоевали, я был, ну, не помню, очень маленький. И я жил вот с этим, вот как и дядя, и отец рассказывал, что это был большой грузинский праздник. И до сегодняшнего дня я вот живу с этим. Вы понимаете? Для нас очень это больше много значит. Вот, сейчас попробую армянских болельщиков еще найти. Ребят, пару слов по матчу можно спросить? Что ожидаете от игры? Счет хотя бы, какой счет будет? Счет. Я, конечно же, хочу, чтобы Армения победила, но не знаю точного счета. Наверное, если победим, то 1-0, 2-0 максимум, а если проиграем, может и 0-5 быть. Ничего не исключено. Не страшно идти, нет? Нет, конечно же, не страшно. Мы идем, подумав о победе. Мы знаем, наша сборная может и так играть, и, например, побеждать Уэльса со счетом 4-2, так что все хорошо. Мы, я думаю, что братья народы, как бы нету такого, чтобы боялись или как-то хотели друг друга провоцировать или что-то такое. Знаете, я думаю, что мы братья, все-таки это футбол и не война. Да, праздник будет сегодня в футболе? Я думаю, что да, все-таки Грузия, Армения, Кавказское дерби, по-моему, должен получиться отличный матч. Такие любопытные ответы. Всем спасибо, кто в этих опросах поучаствовал. Но помимо разговоров, конечно же, я встретил и сектор активной поддержки, которые там снимали просто все, кому не лень, всем это было интересно. И, конечно же, мне тоже было интересно. Я с ними не проходил весь маршрут, но пару кадров тоже удалось захватить. Ну вот и фанаты дождались. Сборная Грузии знать. Аура, пицца. Ты Сакартонус накрепил. Все. Вы скажите. Все. Сажись. ყველაფერია ჩვენ თუ საქართველოს ნაკრები. ძლიერი. Эрти нули. რა ერთი გოლი ბიჭო თუ გავაგიჩე. 8 გოლი. 8 გოლი უნდა მოვიდა. 4-0. 4-0, да?
Кварацхелия. Кварацхелия, Микаутадзе. Კვარაცხელია მიქაუტაძე, მიქაუტაძე ზაბიო. მიქაუტაძე დვა, ხო, კვარაცხელია აზი. არა, Чакве. მაესტრო. Კვარაცხელია კიდეიშვილი მეზობიშვილი. Димадлаба. Ну так вот, немного погуляв вокруг стадиона, встретил, кстати, еще одного подписчика своего, тоже мы с ним пообщались, было очень приятно. Болею за всех, кто где играет в Грузии. Бейсбол, если бы играл в Грузии, я болел бы за них. Такое, если я пошучу, у меня есть с моим другом, что мы станем где-то когда-нибудь чемпионом мира. Это очень хорошее желание, знаете? Да. Сейчас поколение такое, у нас просто в защите нехватка. Дай Бог, Бог даст нам и защитников тоже. А если это пополнится, то будет у нас такая же команда, как я когда-то в детстве очень не только болел, не пропускал ни один матч. Динамо Тбилиси. Динамо Тбилиси это было для меня не грузинское олицетворение, это было что-то божественное. На Ливерпуле я был, на игру Ливерпуля, на Гамбурге этого. Не пропускал ни одного матча. После того, 90-е годы, я уже перестал смотреть. А сейчас захвачу Кварацхелия, как только он появился. После того у меня стало такое ощущение, что появился вот этот ангел грузинского футбола. Знаете? За это я болею. У нас общее пространство и общее такое-то стремление, чтобы побольше таких рождались. Знаете? Не только грузины, но и русские, но и казахи, но и таджики. Да. Были на матче, который был год назад с Грецией здесь? Не. А как вы смотрели этот матч? Какие эмоции у вас были? О, страшные эмоции, страшные. Но никуда я не пошел. Я собирался, дома я один посижу, но не получилось. 26 марта это для меня было такой божественный день. Я когда вспоминаю такие, я могу в другом месте рассказать, что со мной случилось. Я не плакал, я орал от радости. Такое ощущение у меня было, что я 13 мая, я повторное. 13 мая 81 я был такой мальчуганом, такой маленький. И я тоже тогда смотрел, мы били на Динамо после матча. Такие эмоции были. Вся Грузия была единая тогда. Я за единость, за любовь. У меня друзья очень многие были армяне. Я жалею, после первого матча я пожалел. После второго тайма я не мог смотреть, знаете. Потому что я ждал такого-то напряженного, такого-то накаленности такого. А не получилось, после первого. Ну, сегодня есть шанс как-нибудь у армии? У армян? Какой шанс? Хотя бы Виктор фантастика. Ничья хотя бы, нет? Никакой ничья. Если Кварацхелия играет, знаете, у Кварацхелия чемпионский такой-то жилка есть у него. На каждый матч? Да. А я где-то прогнозирую, где-то 1-2-1. Спасибо ему за это небольшое интервью. Но потом я уже прошел на стадион. Кстати, проход был очень хорошо организован, стоит отметить. Вначале проверяли наличие билета, потом уже были турникеты. Но даже там уже мальчики ходили и просили: пожалуйста, нет ли у вас билета. Причем на самых разных языках, и на русском, и на английском, и на грузинском. Но у меня такого билета не было. Даже в какой-то момент я стал опасаться, что как бы мой билет не сперли, там как-нибудь не сфоткали, он у меня в телефоне был. И, в общем-то, скажем так, был виден. Вот. Но в итоге все обошлось. Я попал на территорию стадиона, немного там погулял, снял кадры разминки. Посмотрите, какой мощный армянский сектор, кстати. Прям очень мощный. Ну и
Ну и потом традиционные гимны, выход команд и все, что мы любим, что добавляет какого-то такого пафоса вообще футбольному действию. А потом начался сам матч, и, вы знаете, голы залетали, я просто не верил своим глазам, потому что первая атака гол, потом опять гол, потом опять гол. И просто даже в Армении такого не было, так легко, так быстро эти голы залетали. Ну, давайте посмотрим сами голы в первом тайме. Напомню, что счет был уже 5-0 по итогам тайма. Каждый момент гол. Я никогда не видел, чтобы залетало вообще все. И вот сейчас каждый удар это гол. Вот, и после первого тайма, ну, я даже не знал, я вот думал, ну, останутся грузинские болельщики или нет, но никто особо никуда не уходил. Я думал, ну, а во что же Грузия будет вообще играть в этом матче теперь? Ну, 3-0, 5-0, как будто бы все понятно. Да, друзья, заболел я за время своих путешествий. Уж приходится сном жертвовать и здоровьем. Поэтому не думайте, что я тут, как кто-то написал в комментах, езжу за ваш счет. Ну, пока мне даже и эта поездка не окупилась. Ну, впрочем, это не главное. Главное здоровье, чего вам тоже желаю. Ну ладно, давайте вернемся к тому, что происходило на стадионе. Так вот, при счете 5-0 я уже, ну, я, конечно, не собирался уходить, хотя стоит отметить, что очень холодно было на стадионе. Ветер, все-таки все продувается, но зато было очень красиво. И вот немного понаслаждавшись этой панорамой, я понял, что, ну, наверное, теперь главная интрига, забьет ли Хвича Кварацхелия в этом матче. И многие из вас в комментариях писали, что интрига этого противостояния вообще не Грузия или Армения, а Жорж или Хвича. Кто больше забьет, кто будет более результативным. И вот если в первом тайме Хвича была только одна голевая передача, то вот во втором тайме ждали мы, конечно, забитых мячей. И один из таких голов случился. И, ну, мне кажется, после этого гола уже, в принципе, действительно можно было расходиться. Но армяне до этого забили еще один мяч. Счет стал уже 6-1 после гола Хвичи. Но как будто бы это была такая финальная точка. И, кстати, гол у сборной Армении тоже получился очень красивым. Эдгар Севикян, на мой взгляд, вообще лучший игрок в составе сборной Армении на протяжении этих 180 минут. Он и в первом матче там возил Китаишвили, я не забуду, как вот прям Китаишвили не мог у него мяч отобрать. Ну и здесь вот отметился забитым голом. Ну, в оставшееся время, что было интересного, сначала фонарики были, потом трибуны запускали волну несколько раз. Начинается последняя. Публика куражилась, наслаждалась этим вечером, этой игрой.
Ну, а футболисты, они нас радовали уже какими-то нестандартными действиями. Потом пошли замены, конечно, Чиквитадзе еще в перерыве ушел. Я очень рад, что и Гулиашвили, и Зария появились на поле, получили свое время. Зария, на мой взгляд, кстати, не потерялся в этом составе. Ну, понятно, что уже такой характер игры был немного другой, уже не такого, уже такого высокого напряжения не было, поэтому, ну, наверное, здесь сложно судить, потому что при счете 6-1 игра все равно немного другая. Ну, давайте обратимся к статистике. Я опять пишу это все в поздней ночи, поэтому извините, что так с телефона буду, но уж лучше так, чем никак, как говорится. Кстати, 1,42 на Грузию был коэффициент, на Армению 7. Давайте по традиции посмотрим трех лучших игроков. Ну, Хвича Кварацхелия, у него оценка 10, такая невиданная оценка. Давайте посмотрим на его показатели. На ваших экранах сейчас тепловая карта Хвича Кварацхелия. И давайте посмотрим на его статистику. 67 касаний мяча, 30 пасов из 36 точные, 3 острых передачи. Попытки дриблинга, кстати, их было 9 и 8 успешные. То есть, в принципе, размотал оборону сборной Армении Хвича. Что, извините за такой термин, но это факт. 3 отбора мяча, еще 1 перехват. Но Хвича явно прибавил после перехода в ПСЖ. Давайте это признаем. Кто бы что там ни говорил про чемпионат Франции. ПСЖ играет в Лиге чемпионов на таком уровне. Матч с Ливерпулем. Ну, с Ман-Сити Хвича не играл. С Брестом тоже не назовешь это прям топ-матчами. Но все равно Хвича растет, развивается. И это не может не радовать. Давайте посмотрим на Микаутадзе, который просто какой-то монстр в марте. Я здесь графику выведу его результативности. Посмотрите, сколько он забивает, сколько он отдает. А тут-то еще тренер был тот самый голландский злодей, который не давал играть Жоржу в Аяксе. И, конечно, это была дополнительная мотивация. И Жорж по-всякому забивал в этих матчах. Мы помним и голы в Армении, и здесь, как он элегантно перекинул вратаря. Ну, в общем, Жорж красавчик. Давайте посмотрим на цифры. 2 гола, 2 голевых передачи. Всего 2 удара в створ, кстати. Касаний всего 18. Вот это самое удивительное, да? И такая результативность. Точность пасов 6 из 11. Не такая высокая, но опять же, но кого это волнует, когда у человека 2 плюс 1? Ну, в остальном, наверное, ничего такого выдающегося. Я думаю, что поэтому Хвича и десятку и получил, поэтому Хвича и стал лучшим игроком, а не Жорж. Третий футболист Отар Китаишвили. Его как раз таки Зария и поменял. Но у него касаний побольше, 61 касание, 40 из 46 точных передач. Борьба за позицию, ну, тут 5 из 11. И все воздушные единоборства он выиграл. Ну, вот там вот споры идут, можно ли первый гол приписать в итоге Отару или нет, но, в принципе, удар-то его был, там был рикошет, конечно, очень такой сильный, но тем не менее. Но потом еще Отар свой гол забил. Ну и давайте я, раз уж люблю следить за Георгием Мамардашвили, у него, на удивление, всего 6,6, это всего лишь оценка, но давайте посмотрим на показатели. Точность пасов, кстати, 26 из 29, ну, по моим ощущениям, он прибавил в этом компоненте. Я вот, честно, по игре не вспомню какие-то ситуации, когда он там отдавал острые передачи, но тем не менее. 2 из 5 длинных передач были точными, ну, в общем-то, и все. А что касается сейвов, то всего 1 сейв. Ну, в общем-то, в той ситуации, когда Армения забила гол, там все-таки Севикян исполнил такой акробатический этюд, назовем это так, и в итоге переиграл оборону сборной Грузии. Поэтому, ну, здесь, наверное, вратаря винить не стоит. Ну и в заключение давайте еще общую статистику посмотрим. 65 на 35 владения мячом, удара по воротам 16-7, при этом голевые моменты всего 4-1. То есть, в принципе, Грузия забила больше, чем было по XG. Ударов в створ, кстати, 9-2, мимо ворот 7-5. Ну, ударов было действительно очень много. Что касается этой новой схемы Вилли Саньоля, мне кажется, она как будто бы стала... Ну, конечно, по матчам со сборной Армении в ее нынешнем состоянии судить нам что-то рано, но как будто бы она стала даже интереснее, на мой взгляд. И, мне кажется, пара центральных защитников Гаглючидзе и Каши, и вот эти фланги, хотя Цитаишвили тоже сегодня не самым лучшим образом сыграл, откровенно говоря. И в заключение, конечно же, пару слов о том, что ждет нас в ближайшее время. Ну, во-первых, 25 марта я, конечно, отправлюсь на решающий матч для сборной Ю-19. У нас еще товарищеский матч второй у сборной Ю-21. Про эти игры я, конечно, вам отдельно расскажу. Ну, а что касается самой сборной, сейчас все игроки вновь разъезжаются по клубам. Мы, конечно же, ждем с нетерпением матча ПСЖ Астон Вилла, противостояние в Лиге чемпионов. Кстати, на выходных, на следующих уже ПСЖ Сент-Этьен, встреча Хвича и Зурико. Вот только
здесь увиделись и опять встреча. Но я думаю, это тоже будет классный матч, потому что Сент-Этьену, конечно, очки надо набирать, а Париж, ну, он всегда играет в свое удовольствие. А что касается сборной Грузии, то вот есть уже такой календарь, вы видите, 2 домашних матча. После того, что было в концовке матча, ну, на всякий случай я напомню, кто-то меня там называет провокатором, но, друзья, ситуация была, все это видели, 40 тысяч зрителей, все это сняли, поэтому давайте я просто для тех, кто вдруг не видел, просто напомню контекст. Это, конечно, не Грузия, Греция, но... В общем, если резюмировать, помимо самого выбегания на поле, была какая-то стычка с армянской трибуной, там сейчас разбираются, кто виноват, кто в кого что кидал, но факт стычки есть, мы это отрицать не можем. Вы можете по-разному к этому относиться, но тем не менее. Я думаю, что УЕФА и делегат УЕФА, они не могут просто никак это не отразить в протоколе. Какие будут санкции, я не знаю. Я слышал, вы писали в комментариях, что после матча с Албанией там были предупреждения определенные. И я не знаю, была ли там какая-то условная дисквалификация, но, конечно, тревожно, потому что сейчас ближайшие 2 матча сборной Грузии как раз в сентябре. Вот посмотрите, играет против Турции и Болгарии, и мне кажется, что это вообще структуру будущего отбора и вообще турнирной таблицы очень даже сильно определит. Ну, Испания сегодня по пенальти обыграла Нидерланды. Очень был вообще горячий матч, сумасшедший матч. Но испанцы в итоге все-таки свое взяли на домашнем стадионе. И вот они пробились в финал 4 Лиги наций. И они таким образом отобрались к своей любимой Грузии, с которой они уже играют чуть ли не в каждом отборе, чуть ли не каждый год. И вот будет тоже здесь 2 матча. Первый матч будет на выезде в Испании, и потом домашка уже в ноябре. Ну а полностью календарь сборной Грузии выглядит следующим образом. Ну что сказать, первые 2 матча действительно многое определят. Если взять, например, 6 очков, хорошая будет позиция даже для 2-го места. Хотя Турцию еще поди обойди. Вот они свои матчи в Лиге наций тоже выиграли и достаточно уверенно. Там и Арда Гюлер, и Челханоглу. Ну, в общем, матчи будут что надо. И стоит еще сказать пару слов про Лигу наций, потому что, да, Грузия теперь остается в Лиге Б. Жеребьевка турнира будет попозже, потому что сейчас как бы с чемпионатом мира бы разобраться, да. Но важный момент, я до конца, признаюсь честно, не разобрался в этой системе. Но вы прекрасно знаете, что у нас есть 12 групп. Отбор на чемпионат мира. Вот давайте я вам покажу. 12 групп. Первые места выходят напрямую на чемпионат мира. Ну, предположим, да, что Грузию и Испанию обойти сложно, это реально. Испания, допустим, от нас уходит напрямую. Турция, ну, скажем, в жесточайшей борьбе обходит Грузию, занимает 2-е место. И Грузия 3-е. Что это? Все, провал, мимо. Не факт, потому что есть Лига наций. Давайте еще раз вернемся к группам. Первые места, они сразу напрямую попадают на чемпионат мира. Здесь все понятно. 2-е места отправляются в такую сетку плей-офф, сетку квалификации, которая стыковых матчей, давайте назовем так, которые будут играться в марте 2026 года. И вот тут начинается самое интересное, потому что 12 команд это недостаточно, чтобы разыграть 4 путевки. Будет еще 4 команды, которые придут как раз-таки из Лиги наций. И вот здесь, ну, если верить большинству источников, то пишут, что 4 победителя своих групп смогут попасть в эту сетку. То есть представили, да, у нас есть 12 победителей, 12 вторых мест, это 24 команды Европы. Ну, по итогам этой квалификации 24 лучших команды Европы. И у нас есть отдельная таблица Лиги наций, где мы сейчас видим, вот это так было по итогам группового этапа Лиги наций, но сейчас плей-офф добавится, обновится, и мы видим новую таблицу. Но учитывая, что у Грузии 2 победы, да еще и с таким счетом, я думаю, что ниже того 26-го места, которое было у Грузии, команда не упадет. И вот здесь внимание. Если вот эти 24 первых команды, которые выше Грузии, они попадают либо на 1-е, либо на 2-е место в своих отборочных группах, значит, что у Грузии есть шанс вот через этот путь Лиги наций попасть в те самые стыки. Но здесь, повторюсь, информация разнится. Кто-то пишет, что только победители групп смогут сыграть в этом турнире. Но мне что-то не верится. Неужели мы увидим Сан-Марино, Молдавию,
или, простите, Северную Македонию, то есть такие команды в этих стыках. Ну ладно, Северная Македония еще, но Сан-Марино, это же странно. Вот, поэтому я до конца здесь не уверен. Если вы в этой схеме разобрались, тоже пишите. Я буду разбираться, как сам пойму, точно вам обязательно расскажу. Вот такая основная информация. Друзья, надеюсь, что вам было интересно. Уже, наверное, не стоит вам напоминать про подписки и лайки и про донаты на поездку на чемпионат Европы. Вы это все и без меня прекрасно знаете. Ну, я никуда не пропадаю, конечно, ужасно устал за эти дни. Старался каждый день для вас что-то записывать. Пишите вообще, как вам подобный формат, как вам эти выпуски, все ли вам понравилось, может быть, что-то нет. Что бы вы еще хотели видеть на моем канале? Может быть, интервью с какими-то спортсменами, какие-то поездки в футбольные регионы Грузии. В принципе, можно думать, можно придумать. У меня в Тбилиси еще несколько дней, вот помимо футбола, Ю-19 25 числа. Я надеюсь, что с кем-то интервью здесь смогу записать. Ну, а все, что получится, конечно, вы увидите на канале. Поэтому колокольчик, лайк и до новых встреч. Отдыхайте тоже.